Добрый день, уважаемые слушатели моего канала. Сегодняшнее видео посвящено теме новолуния и полнолуния. У нас с вами есть очень интересный, прикольный механизм, который позволяет планировать нашу жизнь, наши какие-то события или действия на ближайшие 30 дней. И если научиться использовать механизм новолуния и полнолуния, то очень легко можно планировать или перераспределять как-то жизненные обстоятельства на протяжении всего года, каким обстоятельствам в первую очередь отдать приоритет в какой-то конкретный период времени. С учетом характеристик новолуний и, соответственно, полнолуний, о которых я буду рассказывать. Астрология базируется на циклах. И Луна – это великолепный механизм, причем достаточно быстрый механизм быстрых циклов, которыми действительно можно пользоваться вот прям чуть ли не каждый день. Что такое новолуние? Новолуние – это соединение Солнца и Луны в определенном знаке, у каждого в определенном доме, с определенными аспектами. И новолуние, оно как бы запускает сызново, апгрейдит, если хотите, определенных жизненных программ для каждого из нас. И гороскоп новолуния, он дает увидеть перспективу всего лунного месяца, всех 30 дней. А гороскоп полнолуния, он дает нам увидеть возможность, во что это развернется, принесет ли это какой-то результат. Воспользуемся мы ей или нет, это уже будет зависеть от нас. Ну, как минимум, механизм в руки нам предоставляется. Базируясь этим механизмом, мы можем очень хорошо спланировать, допустим, в рамках целого года, какие события в какой месяц более эффективно перенести или начинать, что бы то ни было. Новолуние и полнолуние – это элемент транзитной астрологии. Что из себя представляет вот этот вот солнечно-лунный цикл, который состоит из 30 дней? Он включает в себя фазу новолуния. Это непосредственные часы, минуты начала вот этого новолуния, когда Солнце соединяется с Луной. Он включает в себя последующие растущие две фазы, которые приводят нас к полнолунию. Непосредственно 15-е сутки – это полнолуние, когда Луна находится на позиции к Солнцу. И затем последующие убывающие две фазы Луны – это 3-я и 4-я фаза. Как включаются вот эти вот фазы, или как действовать, что ли? Или как они действуют, эти фазы новолуния, полнолуния. То есть за 2 дня до новолуния, это у нас последние дни лунного месяца, дни Гекаты так называемые, мы должны полностью завершить, подытожить итоги уходящего месяца. И заходим в новолунную фазу. Новолунная фаза, еще раз говорю, это соединение Солнца и Луны, точное время и точные градусы. Значит, в момент, когда мы заходим в новолуние, врезаемся в него, мы можем себя очень неважно ощущать. То есть все, и мужчины, и женщины. Особо плохо переносим мы, женщины, новолуние. Значит, в саму фазу новолуния и первые сутки не предпринимать никаких активных шагов, ничего не начинать. В сам час новолуния можно посвятить каким-нибудь медитациям, психологическим практикам, почитать мантры, молитвы. И перегружать ни физически, ни эмоционально, ни психологически организм. Никакими ни событиями, ни мыслями, ни действиями. Первые 2 часа после фазы новолуния необходимо посвятить планированию наступающего месяца. То есть тоже без всяких перегрузок. То есть уйти внутрь себя и, исходя из характеристики новолуния, запланировать себе грядущие 30 дней. Распределить их с учетом фаз растущих и убывающих Луны. То есть на растущих фазах мы что-то закладываем более активное, мы начинаем, мы как бы учимся и двигаем, и там нас еще толкают к тому, чтобы мы это делали. И доходим до фазы полнолуния, это 15-е сутки. На фазе полнолуния, опять-таки, мы ничего в сами 15-е сутки ничего не предпринимаем резкого, активного, никаких начинаний. Это обычно очень эмоциональный день, потому что включается наше эмоциональное врожденное состояние, оно просто более активизируется. То есть это именно на полнолуние. Фаза полнолуния нас как бы переводит
в последующие две падающие фазы, на которых мы будем завершать или, используя свой как бы опыт, еще на третьей фазе можем что-то закладывать, но только если как бы это наше внутреннее состояние нас будет толкать к этому, потому что внешние обстоятельства, они уже не будут нас толкать на третьей фазе, каким бы то ни было начитанием. Четвертая фаза лунная – это фаза завершения, поэтому мы подытаживаем и закрываем как бы уходящие 30 дней. Значит, луние нам дает некий импульс, толчок к целому месяцу. Поэтому гороскоп новолуния позволяет нам спланировать целый месяц, 30 дней лунных. Полнолуние – это 15-е лунные сутки. Это как некий разворот того, что было заложено на новолуние. То есть это максимальная визуализация. Если хотите, результат. Может быть, а может и не быть. Все зависит от наших желаний, от наших возможностей. Потенциальная возможность есть. Воспользуемся мы ею, развернем мы это, реализуем мы это или нет, будет зависеть от нас. Но полнолуние – это как бы максимальные наши достижения. Вот мы первые 14 дней мы как бы учились. И вот мы чему-то уже научились. Все, пожалуйста, теперь применяем наши знания. То есть это максимальный разворот того, что было заложено на новолуние. Поэтому, соответственно, гороскоп полнолуния, он дает нам возможность посмотреть, чего мы там можем, мы там что-нибудь реализовать, или как там мы это можем реализовать, или к чему это вообще должно прийти, что должно развернуться, то есть что про это говорят звезды. Кроме того, у нас с вами есть еще так называемые дни Луны без курса в каждом месяце, они разные. Значит, это такие вот дни прикольные. На самом деле, знаете, вот это а-ля пост, так называемый. То есть природа о нас беспокоится, она говорит о том, что бесконечно работать, вот она нам дает время, чтобы мы не реализовывались вовне, уделяли время и нашему внутреннему психологическому состоянию и не перегружали себя психологически, эмоционально и физически. Поэтому холостая луна – это такие вот периоды времени, когда нам говорят: удели время своему внутреннему миру, отдохни, остановись, не предпринимай никаких активных шагов и никаких начинаний. Это время а-ля пост, как я его называю. Только потому что во время поста, помимо того, что мы придерживаемся каких-то диет, мы занимаемся нашим внутренним состоянием, лечим нашу душу. Здесь то же самое, только в более таком широком формате, без каких бы то ни было резких шагов и проявлений. И все, что на холостой луне как бы начинается, оно не предназначено для проявления вовне, и поэтому оно пустое. Итак, новолуние 15 сентября 2020. Значит, до 15 сентября, последние 2 дня особенно, мы завершаем то, что предпринимали на протяжении предыдущих 30 дней. В саму фазу, часы, мы непосредственно уделяем внимание, как бы уходим внутрь себя, отключаемся от активности во внешнем мире. И первые часы новолуния уделяем вниманию планированию следующего месяца, также берегя свое физическое, психологическое, эмоциональное состояние. Оно и так без того будет не совсем адекватным. Для кого будет более значимо вот это вот новолуние 15 сентября 2023 года? Во-первых, для тех, кто родились 15 сентября любого года, потому что для них это еще и соляр, совпадающий с новолунием. Соответственно, влияние этого новолуния будет для них оказывать на протяжении целого года. Оно не закончится 30 днями. Кроме того, это будет влиять на тех, у кого в 22 градусе Девы в натальной карте что-нибудь такое важное расположено. Ну, что-нибудь там такое важное. Во-первых, углы, светила, личные планеты или социальные или высшие планеты, которые управляют какими-нибудь важными точками, там, асцендентом, 10-м домом. Вот. Или это вершина, может быть, какого-нибудь тау-квадрата, который уходит на узлы. То есть в этой точке что-то расположено. Значит, на этих людей
влияние будет оказывать на протяжении 30 дней. Кроме того, важно будет для тех, у кого в противоположном знаке, в таком же градусе, что-то расположено из того, что я перечислила. То есть это 22 градус рыб. А также в 22 градусе близнецов и стрельцов. То есть для всего мутабельного знака 22 градус и там какое-нибудь расположение. А особенно, если у кого-то это еще будет формировать какую-нибудь конструкцию, там, Тау квадрат или крест. То есть это более видимо, значимо будет. Это не страшно. Это видимо и значимо для начала, как минимум на ближайшие 30 дней. Кроме того, значит, данное новолуние, оно в Деве протекать будет. Поэтому это будет как бы новый виток или новый импульс тех событий, которые были как минимум 9 месяцев назад на любой из фаз Луны, которая попадала в Деву. То есть там могли протекать какие-то события, может быть, даже что-то начинали 9 месяцев назад, 9, 18 месяцев назад, шагом 9 месяцев. И в Деве обязательно, да? То есть и вот на этом новолунии это новый виток тех событий. Новый импульс тех событий. Кроме того, это новолуние, оно важно для событий, которые активировались на текущем ретро-меркурии, потому что данное новолуние происходит в момент второй стоянки ретро-меркурия в Деве. То есть то, что активировала петля ретро-меркурия, для этого новолуния тоже важно, потому что это некий новый виток этих событий. Новый импульс, который будет развиваться на протяжении 30 дней. Какие особенности этого новолуния? Ну, то, что оно в Деве я сказала. Первое. Оно на стационарном Меркурии в Деве. Второе. Венера, которая недавно вышла, 4-9 вышла из своей ретроградности, еще не прошла полностью свою петлю, по которой она осуществляла вот это свое ретроградное движение. Поэтому отголоски ретроградной Венеры мы тоже будем здесь слышать. Но они уже более, так, это уже последствия, да, этой ретроградной петли Венеры. Следующее. Все социальные высшие планеты в момент новолуния ретроградные. То есть нас как бы отбрасывает назад к всевозможному прошлому коллективному опыту и социальному опыту. То есть к тому социуму, в котором мы живем. Очень сильно будет связано с новолунием с какими-то прошлыми событиями, прошлым опытом, прошлыми наработками. В чем это будет и как на личном плане, и так на социальном плане, то есть и на коллективном плане. Новолуние 15 сентября заставляет нас или дает возможность продумывать до мелочей какие-то наши шаги в той сфере, куда, соответственно, попадает это новолуние у каждого в натальную карту. Толкает рационально мыслить, анализировать, находя какие-то, может быть, простые, недорогие, рациональные ответы на вопросы в ситуациях, которые из прошлого. То есть нас откатывает назад к ситуациям, которые имели место быть. Возможно, эти ситуации активировались период как раз ретро-меркурия, который был с 23 августа по 15 сентября. Или это ситуация, активированная ретро-венерой, ну или ими двумя. Или ретроградными там социальными планетами и высшими. То есть нас отталкивает к прошлым ситуациям. То есть это новолуние не порождает что-то абсолютно новое. Это время для того, чтобы еще раз очень медленно, очень тщательно, обращая внимание на мелочи, на детали, последовательно разобрав по косточкам, критически, очень критическим взглядом, посмотрев на ситуации, переживав какие-то простые, недорогие решения ситуаций, которые имели место быть. Либо это время такое, знаете, вот для подготовки. Очень прекрасное время для подготовки к новому рывку. А этот новый рывок будет на каких-то последующих новолуниях, где может быть сформирована более благоприятная ситуация для каких-то абсолютно новых
новых, еще не предпринимаемых шагов. Возвращаясь к прошлым ситуациям, они могут быть связаны и с общением, и с интеллектуальной сферой, то есть какой-нибудь образовательная сфера. Может быть, это работа с документами потребует, и мы как бы тоже туда залазим и думаем. Время медленного, очень медленного, такого затяжного поиска каких-то инструментов для разрешения ситуаций, которые были в прямом смысле и в переносном. То есть это могут быть как инструменты, которые нам нужны для каких-то ремонтных или лечебных процедур, так и инструменты типа методики, методологии какие-то ищем. Это время, когда мы возвращаемся к каким-то ситуациям, связанным по работе, по служебным вопросам, по функциональным обязанностям, по взаимодействию с подчиненными, либо с коллегами по работе. Это как раз время для этого. Но мы возвращаемся еще раз к прошлым ситуациям. То есть мы работаем с чем-то, что уже имело место быть. Документы, например, какие-то. Может быть, какая-нибудь экономическая программа, которая уже имела место быть, и тут она всплывает, и необходимо на нее под лупу через критику ее перебрать по косточкам. Это время поиска работы. Возможно, задается некий, опять-таки, импульс с тем, чтобы вернуться к вопросу, а не изменить ли работу. Это не время смены работы, но как таковой. То есть не говорит о том, что напрямую можно там сменить. Хотя не исключено, потому что затменная точка на триник Урану, и мы можем предпринять какие-то достаточно резкие, неожиданные шаги. Они связаны именно не с выходом на что-то новое, а именно завершить, не завершить, а разорвать прошлые ситуации. Вполне может быть. На этом новолунии нас заставляет вернуться к каким-то медицинским вопросам, связанным с нашим здоровьем, с диетой, с режимом, с питанием. То есть мы возвращаемся опять к ситуациям, которые имели место быть. Это эффективное время для этого, для служебных вопросов, для медицинских вопросов, но не новых, а которые уже были. Для взаимодействия с людьми по этому поводу. Это время вернуться к ситуациям, чтобы навести порядок в чем-то, в тех предыдущих ситуациях, которые были на работе, по здоровью, в ситуациях с животными. Это в наших ежедневных каких-то вопросах. Детально, скажем так, медленно, очень по мелочам разобраться в том зависимом положении, в котором мы находимся. Это время анализировать вот эту вещь. Ремонтировать все, что угодно. И наше тело, и все, что вокруг нас, в зависимости от того, еще в какой дом гороскопа это попадает. Вернуться к вопросам ремонта, найти ремонтников. И опять-таки это ситуация, которая невозможно, которая уже была. То есть новолуние заставляет уйти немножко назад. Либо найти тех, к кому мы раньше обращались по этой ситуации. То есть если ситуация новая, то тогда мы используем тех, с кем мы раньше общались. Это могут быть вопросы ремонта транспорта нашего. И мы возвращаемся либо к прошлой ситуации, что-то не доделали, либо ситуация возникла на ретро-меркурии, и мы ремонтируем, допустим, автомобиль. Это могут быть поездки, вызванные какими-то, опять-таки, ситуациями не новыми, служебные поездки, из-за животного, по вопросам здоровья, вопросы коммуникации. Это очень хорошее время, медленно, то есть время немножко будет таки замедленно в ситуациях, в которых мы возвращаемся, они немножко такие затянутые будут. Но время прям навести, разобрать до болтика и навести такую чистоту. При этом, то есть вообще идеальное время, наверное, для решения вопросов медицинского характера. Могут потребоваться ситуации, когда, например, нужно выпасть из работы, из режима графика работы, но будут какие-то сложности, это придется решать. Может быть, понадобится или в больницу лечь, или на какое-то время в обследование. Время, когда, возможно, возникнут ситуации, требующие ремонта из-за какой-нибудь воды. В прямом и в переносном смысле. Может быть, какая-нибудь течь произойти. Возвращаясь к прошлым ситуациям, мы склонны будем допускать ошибки. Хаос какой-то может быть вокруг, при том, что мы вынуждены будем все детализировать. И в связи с тем, что
вот такой критический подход и подход к деталям будет буквально во всем, то есть и дома, и на работе, и везде. Очень сложно будет как бы расслабиться. Время вот на расслабление не будет вообще. При том, что сама работа, вот эта детальная, от которой от нас там потребуется там, или на работе, или уделяя внимание здоровью, она будет медленно протекать, останавливаться, затягиваться все будет. Значит, возвращаясь назад к ситуации, потребует, может быть, какого-то углубления там психологические моменты, там, или к психиатру обратиться, или самому нужно становиться психологу, быть психологу, возвращаясь к прошлой ситуации. И это будет не просто даваться. В том, что время как бы продуктивно поработать с документами, с цифрами, но с откатом назад. Будет желание как бы отдохнуть от работы, и сложно это, конечно, будет дело совмещать. Вообще не только это новолуние, сейчас такое время и как бы период времени длительный достаточно, когда нам необходимо как бы замедляться, потому что и Сатурн в рыбах, и Нептун в рыбах, да еще и ретроградные, и как бы оно само по себе заставляет замедляться, лезть как бы вглубь из себя, мешает еще как бы быстро думать, но вне зависимости от этого новолуния, у нас такое время, если мы не будем уделять нашему внутреннему состоянию, психологическому состоянию, нашим инстинктам внимания, то, что внутри нас, мы будем очень сложно добиваться каких бы то ни было результатов. Это вне зависимости от этого затмения. То есть, чтобы что-то материализовалось, оно должно опереться на нашу твердую внутреннюю составляющую. Не на твердую и жесткую психологию, а именно на какое-то такое более универсальное восприятие жизни. И без этого нам будет сложно добиваться результатов в целом. Это такое время. Плюс еще вот на фоне этого у нас тормозящее такое ретроградный Меркурий на новолунии. То есть задерживает еще нашу ментальную деятельность. Возвращаясь к каким-то вещам, мы что-нибудь можем потерять. Потом будем это все дело искать. Документы, информация может содержать какие-то ошибочные представления. То есть время вроде бы вернуться к врачам, но время такое, что возвращаясь, возможны ошибки, как и с их стороны, так и с нашей. Но все равно это некий импульс к тому, чтобы этим заниматься. Занимаясь вот этими детальными такими вещами, занятие может привести к неожиданным каким-то финансовым ситуациям, как с плюсом, так и с минусом. Либо ситуации со здоровьем, к которым мы возвращаемся, они, вне зависимости от того, что там склонность каких-то там ошибок, может тоже быть какой-то очень неожиданный исход, не самый, скажем так, худший, или же найдется какой-то неординарный выход, может находиться неординарный способ выхода из ситуации или способ решения ситуации. Он как бы будет приветствоваться на этом новолунии. Экспериментальный, новый, либо быстрый, либо какое-нибудь нетрадиционное, допустим, там лечение вполне можно использовать на этом новолунии. Может вызывать точно так же какие-то перепады резкие с финансами. То есть, допустим, медицинские ситуации или ситуации на работе, которые возникают, по которым мы поднимаем вопрос. Или может неожиданно оказаться, что медицинская помощь будет предоставлена бесплатно. Та, которая возникает. Возвращаясь к каким-то прошлым ситуациям, допустим, по работе, будет как бы внутреннее такое вот потребность, что ли, в финансовой свободе. То есть сами внешние обстоятельства, они не будут создавать таких условий, чтобы мы шли к какой-то финансовой самостоятельности. А вот внутри у нас потребность в этом будет устойчивая. И насколько мы там сможем или не сможем реализовать, это зависит еще там от нашего гороскопа, но как бы сами внешние обстоятельства, они говорят о том, что для того, чтобы вот эти какие-то перемены происходили, все будет зависеть исключительно от нас самих. Наводя порядок в чем-то под влиянием этого новолуния, нас будет периодически толкать к тому, чтобы мы действовали. Но наши действия будут соразмерны или соучтены с тем, чего хочет от нас внешний мир. Любой другой партнер. То есть мы как бы ждем некого пинка под зад. То есть в тех шагах, которые закладывает это новолуние. Периодически для того, чтобы действовать. На этом новолунии говорит о том, что наши траты могут быть чересчур большими. И при этом все-таки нас будет все равно откатывать к каким-то прошлым ситуациям и заставлять наши расходы скрупулезно, очень медленно пересчитывать. Но
возвращаясь к каким-то вопросам, то ли по работе, то ли по здоровью, то ли по ежедневным вопросам, разбирая их на запчасти, мы будем склонны преувеличивать или наоборот недооценивать ситуации. То есть переоценка, недооценка чего-то. Ошибочность будет свойственна. Если нас будет откатывать к ситуациям с чем-то иностранным, иноверным, инокультурным, то ситуации могут быть напряженные, либо очень интенсивные. Обе Лилит по-прежнему во Льве, поэтому и Венера там же. Поэтому в собственных оценках нам еще по-прежнему на собственные оценки по-прежнему остаются в крайностях. То есть у нас какие-то перегибы золотой середины в оценках мы пока еще не имеем. Или в собственном выборе. Скажем так, обе социальные планеты ретроградные, то есть отношения и с авторитетными какими-то людьми, там, с тем, кому мы уважаем, с руководителями, с государственными структурами, в этот момент они усложнены уже сами по себе. И на этом новолунии в частности. И взаимоотношения мы там, допустим, и того, кого мы уважаем, или к кому за советом каким-то обращаемся, кто как бы для нас был идеалом, на этом новолунии усложнено и очень даже взвешенно. Кроме того, ретроградный Меркурий, он дает такую особенность, когда мы одни и те же слова на ретро-Меркурии слышим совершенно по-другому, в отличие от тех же слов, произнесенных на директном Меркурии. То есть такое, знаете, непонятно откуда возникшее непонимание. Это будет касаться разных сфер жизнедеятельности. Но, в частности, допустим, вопросы работы, профессии, медицинские вопросы здоровья, ежедневные вопросы, которые мы решаем каждый день и с кем-то общаемся, вот они в первую очередь как бы этим новолунием выворачиваются или запускаются. И, соответственно, вот какое-то такое в воздухе будет болтаться непонимание, замедленность такая, вот торможение во всем этом деле. Но в то же время это такой вот период для погружения в эти вопросы, прям вот разобрать. И Плутон, который как бы давит постоянно в межличностных отношениях. Это висит все время, вне зависимости от новолуния. То есть постоянно кому-то хочется силовым способом разрешать межличностную ситуацию, если кто-то пытается проявить там самостоятельность. Вот такой вот общий фон для всех знаков новолуния. Это импульс, который закладывается в любом случае к каким-то ситуациям. Но они у нас очень сильно связаны с прошлыми обстоятельствами жизни. Теперь перейдем к чему же это полнолуние должно, что оно нам должно максимально развернуть или вынести как бы на поверхность, что там мы должны высветить из всего из этого пуска. Полнолуние у нас 29 сентября. Полнолуние у нас в 6 градусе Овна. Полнолуние мы смотрим по расположению Луны. Значит, по киевскому времени это у нас будет 12:57:25. Соответственно, на свой пояс переведете. Ниже по ссылочке найдете ссылку на то, как переводить на другой часовой пояс, используя бесплатные интернет-ресурсы. Значит, полнолуние, которое будет в Овне, нас очень сильно ускоряет. И в том, как мы обдумываем ситуацию, и в том, как мы оцениваем, выбираем ее и в наших действиях. Склонна будет нам такая торопливость. Оно будет провоцировать нас к такой поспешности. Сопровождаться будет очень сильными всплесками эмоций. Свойственно на этом полнолуние будет проявлять агрессивность. Не забываем, всегда две стороны, мы и кто-то. И толкает нас к самостоятельности, к действию, к проявлению смелости какой-то. Сам да не сам. То есть самостоятельность, но все равно под влиянием партнера. То есть как бы действуем все равно под влиянием кого-то. Кто-то является для нас источником того, что мы вот поспешно начинаем предпринимать какие-то там действия или шаги. И влияние вот этой вот второй стороны, ну, кого угодно, партнера любого, по работе, там, врач может стать стимулом к тому, что нас толкает, там, партнер по браку, сотрудники на работе, кто угодно. Значит, в этом плане, когда мы как бы определяем того, кто толкнет нас к этому действию, мы опираемся на какой-то прошлый опыт построения взаимоотношений. И
Этот опыт и само новолуние, оно говорит о том, что мы очень хотим прогнуть под себя ситуацию. И еще раз не забываем, нас двое всегда в ситуации, я и кто-то. Поэтому и мы хотим прогнуть ситуацию под себя. То есть мы должны действовать сами, но не сами. Нас кто-то должен толкнуть к этому. Базируемся на том, что ситуацию нужно прогинать, исходя из своих собственных субъективных интересов. И все это под влиянием такой вот очень явно проявленной будет протекать эмоциональности. Кроме того, как бы нас толкает к действиям поспешным и действиям, когда кто-то из сторон, как минимум, не хочет брать на себя ответственность, когда мы склонны будем разрывать отношения, а не завязывать новые союзы, разрывать договора, если хотите. Это не период для подписания договоров. Возвращаемся по новолунию к прошлым ситуациям каким-то, и здесь мы можем их разорвать. Причем для этого мы будем предпринимать шаги, мы будем действовать, нас будет толкать к этому сам партнер. Причем ситуации могут так складываться, что нас будет толкать к разрыву отношений. Может происходить быстрая смена желаний. Так как мы спешим, мы быстро там меняем как-то оценки, то есть выбор как-то меняем, желания свои быстро меняются на фоне такой очень эмоциональной вспыльчивости. Или как бы непостоянство какое-то во взаимоотношениях. И в любом случае во взаимоотношениях мы хотим прогнуть кого-то под себя. Как мы, так и партнер. Кроме того, по-прежнему остается Плутон на вершине того квадрата к узлам, который еще пытается продавить ситуацию. Кто-то хочет еще, мало того, что прогнуть, еще хотят силовым способом, настаивая, надавливая, решать межличностные ситуации. И используя как бы свой старый опыт в построении взаимоотношений, такой вот субъективный очень подход, где наше «я» будет иметь более важное значение, мы будем снова и снова натыкаться на ситуации, связанные с ошибкой в взаимоотношениях каких-то, с иллюзией, с непонятными ситуациями. При этом без партнера мы не можем, потому что вот эти взаимоотношения, как бы они там ни строились, да, в рамках этого месяца, они будут поддерживать нашу активность. Без него мы не можем действовать. Это наш пинок под зад. В прямом и переносном смысле можем даже этого не замечать. Можем активизироваться в финансовой среде или в сфере собственных ресурсов, к которым относится в том числе и наше здоровье. Но по-прежнему даже на полнолунии Нептун остается в рыбах, Сатурн остается в рыбах. То есть для того, чтобы достичь результата, одних каких-то действий, движений, нацеленности на результат мало. Нам нужна работа на внутреннем плане. Это остается на очень долгий период. Об этом надо не забывать. Потому что как бы результаты могут быть непонятные, либо их надо как-то там не прямо достигать. Но данное полнолуние нас толкает к каким-то поспешным действиям, которые, кстати, могут приводить к внезапным влюбленностям, которые как возникнут на аспекте с Ураном, так и пропадут к гармоничным межполовым отношениям, но они будут такими, знаете, непостоянными. Это полнолуние, оно как бы... Мы как генералы в юбке, если это про женщин становится. То есть мы военным способом готовы решать ситуацию. А-ля военным способом, но не исключено. То есть продавливая ситуацию под себя, это так и есть. А самостоятельность может еще выражаться в том, что, допустим, являемся частными предпринимателями. Или каким-то таким вот пожарным способом решаем ситуацию. Спешим очень. А действуем, потому что новолуние, потому что какие-то ситуации из прошлого нас к этому провоцируют. Какие ситуации? По работе, по здоровью, ежедневные вопросы с животными. И вот мы их очень поспешно на эмоциях начинаем предпринимать какие-то шаги, чтобы что-то от этого получить. Значит, это полнолуние, оно говорит о том, что мы должны действовать как-то сами. Но вот с нюансами. Сами да не сами, под влиянием эмоций. Еще кого-нибудь выкинем по дороге. А теперь попробуем все это положить на сетки наших домов. То есть посмотрим одномоментные новолуние и полнолуние в разрезе знаков зодиаков. Какие дома это попадает. Поехали. Чтобы определить корректно, в какой дом попадает новолуние и полнолуние, нам нужно взять натальную карту и посмотреть, в какой дом натальной карты попадает 22 градус Девы, это новолуние, и 6 градус Овна, это полнолуние.
Как построить натальную карту, используя бесплатные ресурсы в интернете? Смотрите по ссылочке под видео. Ниже у меня есть маленькое видео по этому поводу. Итак, поехали. Овны. У вас это, соответственно, новолуние 2-й дом и полнолуние 8-й дом. То есть ось 2-8, финансовая ось так называемая, включается. Значит, новолуние здесь запускает какую-то тему, которая уже проигрывалась в периоды, которые я описывала в начале видео. И мы вынуждены вот так вот детально, скрупулезно возвращаться к ситуациям, связанным с собственными финансами, с заработками, с доходами и расходами, с нашим бюджетом, как минимум. То есть что-то пересматриваем, передумываем, пересчитываем. Возможно, это вопросы зарплаты, которые мы поднимаем, или задумываемся над ними, или возвращаемся к этим вопросам, или занимаемся каким-то поиском. Кроме того, это дом собственных ресурсов, к которым относится наше общее состояние здоровья, энергетическое состояние. Поэтому мы возвращаемся к каким-то ситуациям и получаем импульс новый. Не просто возвращаемся, у нас новый импульс по ситуациям со здоровьем, то есть запускается. В это время мы уделяем внимание здоровью, начинаем. Возможно, здоровье тоже потребует каких-то ресурсов. Мы углубляемся в эти вопросы. Возможно, нам нужно решить ситуацию и лечь в больницу. Это некий как бы импульс идет, да, и мы на протяжении 30 дней будем решать эти вопросы. То есть пытаемся понять, можем ли мы уединиться или разместиться в больнице, даст ли нам, допустим, работа такую возможность. И как бы ситуация не против, если мы при этом будем какой-нибудь там график свободный используем во время работы. То есть такое возможно. Некий импульс, когда на работе как бы закладывается какая-то ситуация по финансам и может что-то резко меняться. То есть время, когда можно что-то резко изменить в финансовом плане, но при возврате к прошлым ситуациям, служебным, и в которых замешаны там какие-то стоимостные показатели, там, как наша зарплата, допустим. Но помним, что у нас оценки не совсем правильные, не совсем корректные. Как бы окружение будет свойственно возвращать нас в какие-то... Им будет свойственно, опираясь на прошлую, допустим, экономическую политику, производить оценку в нынешнее время, если мы говорим о зарплате. Соответственно, как бы вопросы финансов, они могут неожиданным образом меняться, но сказать, что это будет исключительно положительно, сложно. И тот импульс, который закладывается то ли по здоровью, то ли по работе, то ли по ежедневным каким-то ситуациям, которые требуют нашего бюджета и вмешательства, они должны приносить какой-то практический исход. Исход, который можно будет пощупать. Или когда они будут развиваться, все будет требовать какого-то практического вот такого развития. То есть на каждом этапе должно быть что-то, что мы можем потом пощупать, потрогать руками. Если это лечение, то есть оно тоже должно дать что-то вот такое, что как бы на практике можно получить. Кроме того, 2-й дом – это у нас еще приобретение, то есть это некий пуск, только приобретение, не касающееся недвижимости. То есть это может быть возврат к каким-то ситуациям, связанным с покупкой чего-то, каких-то материальных ценностей, которые мы как бы вопрос уже раньше поднимался. И тоже запускается некий импульс по этому поводу. Характеристиками сделку на эту покупку мы должны учитывать общую характеристику новолуния, которую я как бы дала. Покупать может быть свойственно какие-нибудь инструменты, технику, может быть покупка для ремонта чего-то. И это должно быть что-то простое, недорогое. То есть полностью характеристика новолуния сюда должна лечь. Учитываем, что нам свойственно делать как бы неправильные оценки, возможно, траты будут больше, то есть мы можем переплатить. А также 2-й дом – это венерианский дом, и Венера тоже у нас отвечает за питание, собственно, как и Луна и новолуние, в общем-то, в Деве поднимает вопросы питания и диеты, некий опыт. Мы возвращаемся как бы к прошлой ситуации, которая была, это не новая ситуация. Мы как бы запускаем какую-то программу, связанную там с питанием и диетой. Со здоровьем, из-за здоровья как бы диета поднимается, вопросы. Ну и, как я сказала, это вопросы бюджета, поэтому это доходы и расходы. Соответственно, источники, возвращаемся к каким-то темам, связанным с источниками дохода, но здесь тема такая.
Дева, она очень сдержана в том, что мы как бы, если мы ищем, или очень прагматично. Источники дохода могут касаться, например, какой-то интеллектуальной деятельности, ремонтной деятельности, медицинской деятельности, деятельность, которая несет такую полезность. Или деятельность, связанная со сферой услуг. То есть к этим вопросам можем возвращаться и рассматривать какие-то прошлые ситуации, которые могут затронуть наш кошелек. Полнолуние же приводит к тому, что мы как бы предпринимаем на больших эмоциях, пытаемся предпринять или потенциально пытаемся предпринять шаги, которые могут привести к разрыву каких-то отношений, которые имели отношение к нашим финансам. Например, с партнерами можем разорвать отношения из-за того, что мы, в общем-то, там стали пересчитывать, перекладывать что-то. Это не время для объединения капиталов. Либо это объединение под давлением, скажем так. Можно мы поспешно предпринимаем какие-то шаги, и нам нужен кредит. Потому что возникает какая-то неожиданная ситуация финансовая. Либо, может быть, необходимо вернуться к вопросу страховки, потому что заложенный импульс медицинских вопросов потребовал, мы проанализировали и решили, что нам нужно страховку медицинскую, допустим, приобрести. Или там разорвать предыдущую страховку, потому что страховая компания нас не будет устраивать по операции, и заключить новую. Либо это какая-то резкая, неожиданная ситуация, где мы должны проявить активность и сами, и прогинать под себя будем решать долговую ситуацию. То есть по счетам мы пришли к выводу, что у нас расходов больше, чем доходов. А у нас какие-то проблемы начались на работе. Мы, может быть, решили менять работу. Или импульс, заложенный на новолуние, связанный со здоровьем, приводит нас к каким-то очень поспешным действиям по теме здоровья. И они могут иметь характер операций. Но здесь нужно помнить, что мы очень субъективны. То есть взвешенной оценки на этот момент не происходит. Либо просто может вызвать здоровье какую-то такую острую ситуацию, заложенный импульс каких-то деловых отношений с теми, с кем общались, и мы возвращаемся к ним снова, на новолуние, могут привести к каким-то поспешной такой или внезапной влюбленности и поспешным сексуальным отношениям, которая не обречена на долгосрочную перспективу. Или пересмотр нашего бюджета поспешно нас бросает к тому, что мы резко решили что-то там размещать, причем это такие действия спешные, как я сказала. Следующий знак, это у нас тельцы. У тельцов новолуние будет протекать в первом доме, а полнолуние разворачиваться будет в седьмом доме. То есть ось 1-7, ось взаимоотношений затрагивается. Напоминаю, что можно смотреть смежные дома, потому что ибо лучше построить натальную карту и фактически определить, в какие дома попадают новолуние и полнолуние. То есть новолунием закладывается импульс, это 15 сентября, который повлияет на наше поведение, имидж, на наш стиль. Новолуние нам дает импульс к тому, чтобы мы обращались к каким-то ситуациям, которые уже имели место быть, или к общению с людьми, с которыми знакомы, например, всего того, что касается нашей внешности. Это могут быть медики, это могут быть диетологи, это могут быть фитнес-тренера. И мы с ними обсуждаем тему, ведем переговоры, если хотите, такие деловые, просчитываем, переписку ведем. Например, мы намереваемся сделать какую-нибудь там пластическую операцию себе. То есть это время, когда мы обсуждаем эти моменты. Это импульс для того, чтобы провести какую-то подготовительную работу. Может быть, мы обсуждаем тему с докторами, не обязательно там по пластическим операциям. Любая ситуация, которая касается нашей внешности, и она имела место быть ранее. Либо это люди, с которыми мы общались ранее, например, парикмахеры, стилисты, и мы возвращаемся к этим же вопросам, но не забываем о том, что, обсуждая эти темы, нас будет интересовать, во-первых, практическая сторона вопроса, простота решения, и дешевизна будет не последним фактором во всем этом деле.
Возможно, вернетесь к каким-то курсам практическим, которые ранее не закончили. Получит некий новый импульс для того, чтобы их либо продолжить, либо посмотреть на них и к чему-то прийти на полнолуние. Будете вести переговоры, переписываться, может подготовительную какую-то работу проводить с этими курсами, обучениями. Включается период, когда необходимо ваше личное участие, то есть я в ежедневных вопросах, может быть, не занимались до этого. И вот включается тема, причем ситуации, которые как бы были ранее, нас активируют. Непосредственно на работе, может быть, была какая-то пассивность, и здесь необходимо ваше участие в каких-то ситуациях, где нужно разобраться, уделить внимание цифрам, документам. Ситуации, которые были ранее, мы в них залазим. Ваше личное участие в оказании какой-то помощи. Это тоже некий такой импульс. Новолуние дает некий импульс к тому, чтобы как бы начал развиваться, активизироваться вот эта вот тема и развиваться. И это отразится на вас непосредственно. Это период, когда мы, может быть, возвращаемся к каким-то вопросам, связанным с нашим именем. В прямом смысле и с именем, допустим, там никнеймы всякие там и прочее, то, что мы имеем в социальных сетях. И мы возвращаемся к этим вопросам, может быть, пересматриваем эту тему, подготовительную работу ведем, обсуждаем, ходим, ездим, общаемся. Полнолуние 29 сентября приводит нас к 7-му дому. То есть в итоге, возможно, мы поспешно очень заключаем какие-то договора. Например, обсуждали тему, связанную там с нашей внешностью. Договора могут быть и устные, и письменные. Да, ударили по рукам, приходим к выводу, что вот будем что-то там делать, планируем делать. То есть поспешность заключения договоров. Либо наоборот, мы поспешно приняли решение и разрываем, потому что договор с тем парикмахером или стилистом, с которым работали, или с тем врачом, которые договорились о том, что он будет делать пластическую операцию. То есть поспешность решений может быть. На фоне импульса новолуния мы познакомились или вернулись к прошлым знакомствам, в том числе связанные там с нашим внешним видом, там, с тренером, фитнес-тренером каким-нибудь, с которым до этого общались. И это может привести к внезапной какой-то влюбленности и очень поспешным сексуальным отношениям, которые не будут длиться долго. Личная включенность в какие-то повседневные вопросы, такой критический взгляд на них может приводить к эмоциональной, такой импульсивной порам, конфликтности с партнером, допустим, по браку. В том числе, например, по каким-то финансовым ситуациям. То есть полнолуние, оно нам не гарантирует результат. Оно нам гарантирует непосредственное включение и активность. Это полнолуние не для достижения какого-то устойчивого результата, а для того, чтобы мы включились, как бы активировались и начали действовать. Результат возможен, но он такой размытый, неустойчивый, может быть, как непрямыми путями получен. Следующий знак – это близнецы. У вас новолуние в 12 доме, а полнолуние в 6. То есть ось 12-6, ось такой несвободы, она считается. И ось, связанная с темой здоровья и нездоровья. Новолуние 15 сентября закладывает импульс к тому, что мы хотим вернуться к ситуации, связанной с починкой нашей души, нашего внутреннего мира. Обсудить, переговорить, найти консультации или найти какой-то инструмент решения проблемы. То есть мы возвращаемся к ситуациям с психологами, может быть, каким-то образовательным курсом. И это импульс. То есть хорошо закладывать в этот момент возврат к каким-то прежним курсам, возврат к психологам, с которыми общались или с которым вернулись на ретро-Венере и ретро-Меркурии, к докторам, может быть, нашим духовникам или могут быть не исключительно духовники церковного характера, а люди, которые нам помогают найти душевное или духовное равновесие. И ищем простые, незамысловатые пути решения этих ситуаций. Возможно, мы поднимаем опять вопросы дистанционной работы или возвращаемся к подобной ситуации, которая была, и тоже пытаемся обсуждать
вариант, допустим, такой работы, или что-то происходит у нас с графиком работы, мы тоже возвращаемся к прежним ситуациям, например, возникает необходимость пересмотра графика, и график может стать ночным, потому что мы где-нибудь находимся там очень далеко, на другом конце земного шара, например, в Канаде, а продолжаем работать в Украине. Мы занимаемся и возвращаемся к прошлым ситуациям, которые могут иметь отношение к нашей миграции. Мы возвращаемся к этому вопросу. Мы ищем простые пути решения, документарные, рациональные. Это тоже период, когда закладывать можно что-то. Обращаемся в архив за какими-то документами. Допустим, там мы поляки по происхождению и обращаемся в архив, время вернуться опять повторно как бы к каким-то ситуациям. Они, конечно, будут протекать очень медленно, как я говорила в начале этого видео, но мы возвращаемся к этим вопросам. Начинается там переписка, может быть поездка опять туда же, куда мы ездили. А время, когда мы опять возвращаемся к ситуации, что-то не устраивает на работе. И мы занимаемся подготовительной работой, то есть желание отказаться как бы от работы, оставить ее и в прямом, и в переносном смысле. То есть либо на время, либо полностью. И мы заняты в интернете поиском скрыто, тайно каких-то новых вариантов. Или любые наши ежедневные дела, документарные дела, они требуют какого-то уединения, дистанцированности. И мы перемещаемся там, например, или рассматриваем вопрос переезда в деревню, как бы и подготавливаемся к этому, или какое-нибудь такое изолированное место. Может быть, готовим себе, ремонтом занялись для того, чтобы сделать некую такую себе а-ля келью, для того, чтобы нас никто не трогал. Занимаемся раскопками. Очень прекрасное время для того, чтобы вообще полностью углубиться в какие-то архивы и начинать ковыряться в тайнах, разложив их на составляющие. Могут быть и документы, это могут быть и информация, и общение, может быть, с людьми, которые как бы владеют этой как бы тайной. К чему нас будет приводить полнолуние, которое будет 29 сентября. Это максимальный разворот. Исход будет связан с чем? Примерно новолуние, 12-й дом, это еще и больницы. То есть всплыла прежняя тема, и нам необходима госпитализация. Мы рассматриваем вопрос госпитализации по новолунию. Да? То есть обсуждаем, переписываемся, там получается, не получается с графиком. Пытаемся договориться, чтобы это был дистанционный график. Вот, и как бы нас в результате полнолуния приводит к тому, что мы предпринимаем какие-то поспешные шаги. Поспешные шаги или в отношении нашего места работы, допустим, или в отношении необходимости госпитализации. Мы можем в итоге разорвать с кем-то договоренности, то есть либо с больницей, либо с работой. Но полнолуние нас толкает к тому, чтобы действовать. Либо ситуация со здоровьем толкает нас к тому, чтобы мы предприняли шаги, обсудили эти вопросы там с нашими подчиненными или коллегами. И это будет достаточно эмоционально, мы будем пытаться прогнуть под себя, потому что мы эмоционально возбуждены. Вернувшись к прежнему психологу, запустив какую-то там обучающие курсы, может быть, с психологом консультации, мы на полнолунии воинственно так настроенные можем пытаться отстаивать как бы самих себя, действовать. Если мы находились, допустим, в подчиненном положении, начав серию консультаций с психологами, мы начали ощущать некую такую смелость в себе, да, и что-то там пытаемся действовать по этому поводу внутри коллектива. В том числе можем пытаться отстаивать какие-то финансовые вопросы, что может приводить к каким-то неожиданным ситуациям. Или какая-то неудовлетворенность работой приводит к тому, что мы начинаем активно действовать, и можем как бы разорвать договорные отношения, допустим. Итак, раки. Что у вас новолуние в 11 доме, полнолуние 29 сентября в 5 доме. То есть ось 11-5, ось свободы, ось детей, ось любви и ось, связанная с кризисами родителей.
Мы запускаем какие-нибудь программы, связанные с поиском простых каких-то недорогих решений, связанных с любой ситуацией вокруг ребенка, с его учебой, с его здоровьем, с его интересами. Мы либо ведем подготовительную работу, либо мы возвращаемся к ситуациям, которые имели место быть, контактам по этому поводу, допустим, с педагогами в прошлом, с которыми контактировали, или с репетитором, либо с врачами, возвращаемся по предыдущей ситуации, к вопросам, допустим, с тренерами в отношении ребенка возвращаемся. Пытаемся находить какие-нибудь новые решения. Получается по-разному. Может быть, хаос вокруг всего этого дела царить в соответствии с характеристикой новолуния, которую я давала в начале видео. А возможно, нам нужно что-то починить для ребенка из техники, потому что учебный год на носу и начнется. Просто пересмотр каких-то договоров и документов, связанных с ребенком, медицинских справок. Это тема дом кризиса родителей. Поэтому здесь какой-то импульс, связанный с... Это кризис, в первую очередь, связанный с мамой. Поэтому вопросы докторов, какого-то ремонта, может быть, у родителей. Возврат именно к ситуациям, которые имели место быть. Причем необходимость найти простые, недорогие решения. Вопросы помощи родителям поднимаются. Некий пуск получает. То есть мы запускаем эти программы. 11-й дом – это у нас социальные сети, поэтому мы можем возвращаться к ситуациям, которые были до этого, к знакомствам, общениям, перепискам в социальных сетях, допустим, по вопросам здоровья, по профессиональной деятельности, также по поиску курсов. И запускаем некий такой вот импульс даем. То есть что-то, допустим, курсы какие-то в интернете найдем или группу по интересам, которая разделяет наши там профессиональные интересы. Но мы ранее к этой группе каким-то образом были привязаны или, скажем так, взаимодействовали с людьми, которые привели нас к этой социальной группе. Это вообще как бы такое практическое возвращение к ситуациям в коллективе, на той же работе, может быть, и поиск каких-то простых, продуктивных, рациональных путей взаимодействия в этом коллективе. Импульс могут получить какие-нибудь ситуации, в которые мы уже имели место быть. Допустим, субсидии оформляли в прошлые периоды, вот сейчас поднимается вопрос, и необходимо к ним опять вернуться. Либо пересмотреть, либо заново оформить, либо наоборот, что-то с ними по-другому произойдет. То есть то, что получаем бесплатно, это ситуации, которые были. Либо взаимодействие с людьми было, и это приводит к этим ситуациям. Договора какие-то, договоренности пересмотреться, документы, может быть, нужно пересмотреть и детально разобраться в каких-то вещах. Здесь также можем запускать какие-то события, связанные с работой и со свободным графиком, то есть возвращаться опять к предыдущим вопросам. Ощущение себя несвободным может толкать к тому, что и давать некий такой импульс, чтобы мы возвращались к вопросу, допустим, о дистанционной работе. Обсуждение, обговариваем. Может происходить и в рамках, допустим, просто трудового коллектива обсуждения. Может приобрести новый импульс какие-то в прошлом имевшие место знакомства, когда человек нас любил. Здесь именно нас любил. И мы как бы смотрим на это с какой-то практической такой точки зрения, под такой фильтр критики поддаем и определяем, насколько это для нас полезно или не полезно. То есть это тоже некий такой импульс пересмотра вот этих вот ситуаций. И новый какой-то виток, но такой он практически очень во взаимоотношениях с друзьями. Тоже как бы ищем, может быть, какие-то простые пути решения тех ситуаций, которые есть, или практические пути. То есть, можно на ретро-меркурии мы вернулись к друзьям, с которыми долго не разговаривали, и сейчас через призму такой вот рациональности получаем импульс к тому, чтобы как бы передумать, переговорить эту ситуацию. И она как бы имеет тенденцию к тому, чтобы развиваться. И полнолуние 29 сентября приводит нас в 5-й дом. То есть заставляет нас действовать. Так это поспешно, быстро, самостоятельно, прогиная мир под себя.
Эта ситуация может касаться наших детей. То есть то, что было заложено на новолуние, там могло быть заложено и в том числе общение с ребенком по темам, которые с ним связаны. И на полнолуние, то есть мы там закладывали что-то, возможно, там к врачам ходили, искали репетиторов, просто с ребенком вели беседы, обсуждали темы, с которыми раньше соприкасались. А полнолуние как бы приводит нас к тому, что мы поспешно предпринимаем какие-то действия, пытаемся прогнуть ситуацию под себя, ребенка того же под себя прогнуть. Либо поспешно принимаем решение и разрываем, допустим, с предыдущим репетитором договор, либо мы его наоборот как-то очень резко пытаемся оформить и неожиданно этот договор, преодолевая препятствия. Можем натыкаться на какие-то конфликтные ситуации. Или это может, допустим, повлиять на наше свободное время. Мы, допустим, очень активно будем проводить свое свободное время из-за ребенка, то есть чуть ли не спортом каким-нибудь заниматься и на эмоциях. Или на новолунии был заложен возврат к каким-то прежним отношениям в соцсетях, а полнолуние будет толкать нас к резким, поспешным действиям, которые могут привести к сексуальным отношениям, какой-то внезапной влюбленности или какому-то внезапному интересу, скажем так. И они не очень долго продлятся. Или, допустим, ситуация с родителями, кризисная ситуация, в которой мы возвращались на новолуние и обращались к врачам, может вызвать какую-то острую ситуацию с родителями, и мы будем вынуждены поспешно действовать. Либо ситуация с ребенком по здоровью может возникнуть так, что мы будем поспешно предпринимать какие-то шаги. Напоминаю, что оценка ситуации не взвешена в рамках периода, о котором мы говорим. Мы склонны впадать пока еще в оценки, которые не сбалансированы, а как бы оцениваются нами только в крайних положениях. Либо абсолютный максимум, либо абсолютный минимум с перегибами. Все совсем плохо, либо все как бы хорошо, но нехорошо, а непонятно как. Или, скажем, вовлечение в ситуации с родителем, с ребенком в социальных сетях может привести к такому к конфликту с любимым человеком, и мы можем разорвать отношения с ним. Следующий знак — это у нас львы. Новолуние 15 сентября, у них 10-й дом, полнолуние у них 4-й дом. Соответственно, это ось родительская, то есть тема включается, ось дом, семья, личная жизнь, карьера и социальные достижения. Значит, это новолуние может запускать какие-то программы, связанные с работой и с карьерой. Мы возвращаемся к предыдущим вопросам. Возможно, мы заняты поиском работы, обдумыванием, суждением возврата к обсуждению вопросов, которые уже поднимались по работе. А поиск работы может быть спровоцирован в том числе каким-то желанием или мыслями о том, чтобы, может быть, работу оставить. Но это само новолуние не толкает нас к оставлению работы. В общем-то, оно склонно, конечно, к непредвиденным шагам, к внезапным. Под влиянием каких-то финансовых обстоятельств мы начинаем об этом задумываться. Как минимум, начинаем заниматься какой-то подготовительной работой, искать, обсуждать, думать, ездить, говорить. Это какие-то ситуации, связанные с нашим браком. Точно такая же картина. Может быть, мы задумываемся, то есть о каких-то документарных вещах. То есть брак, допустим, не был оформлен. И мы повторно как бы поднимаем вопрос и возвращаемся к этой теме, обсуждаем. А может быть, и либо мы как бы начинаем вникать в детали нашего брака и под таким пристальным, скрупулезным, внимательным взглядом изучаем, а что же для нас этот институт брака. И тоже может возникать какие-то неожиданные ситуации. Вернее, к каким-то неожиданным выводам. Это вообще какое-то на работе возврат к каким-то ситуациям, которые были,
под влиянием руководством или вышестоящих. Необходимость искать какие-то простые и практичные, недорогие решения ситуации. Это время, когда на фоне того, что все социальные, высшие и Меркурий в том числе ретроградных планет очень много, когда на работе могут возвращаться как бы времена, когда распорядительные документы, там политики, вот эти вот все социальные, там финансовые на предприятиях, они как бы из прошлого приходят. И это время, когда мы критическим взглядом на это на все смотрим. Возврат вот этих вот старого такого документооборота, старых вот этих политик, оно может нас наталкивать на какие-то мысли. У нас будет желание это изменить, обновить. Либо оно может давать вот какие-то неожиданные, нестабильные ситуации, связанные с финансами. Это дом родителей. В первую очередь отца и тот, кто выполняет социальную функцию отца. То есть на кого мы опираемся, опора, такая вот надежное плечо. То есть ей может быть и мама, если как бы на ней весь дом завален. Поэтому это могут быть ситуации у нее на работе. И как бы какие-то перемены происходят или возвратом к ситуации, или мама задумывается над тем, или отец, чтобы внести какие-то изменения в свою работу. То ли изменить работу, то ли, может быть, впоследствии уйти с работы. Это время, когда само руководство может пересматривать наши функциональные обязанности, наши какие-то инструкции, там, стоимостные показатели, при этом возвращаясь вот именно к чему-то старому, к старым вот этим политикам. И это может нас потом наталкивать на какие-то ситуации, то есть на неожиданные ситуации, либо приводить к какой-то финансовой нестабильности. И полнолуние 29 сентября у нас в 4 доме. Это родительский тоже дом. Это все, что связано с нашим местом жительства, с личной жизнью, с семьей, с недвижимостью. Это наши корни. Это очень глубокий дом. Значит, полнолуние говорит о том, что будет такая достаточно эмоциональная и агрессивная немножко обстановка дома в семье, особенно со стороны женщин. Женщины могут быть как генералы в юбке, пытаться прогинать ситуацию под себя, базируясь на привычный способ построения взаимоотношений. Склонны будем предпринимать самостоятельные шаги в решении каких-то семейных ситуаций, в решении бытовых вопросов, связанных с недвижимостью. Под влиянием партнера, как говорит нам полнолуние, но все-таки будем настаивать на своем, прогинаем под себя ситуацию. Возвращаясь на новолуние к каким-то ситуациям по работе, там, или они сами провоцируются, допустим, руководителями или вышестоящими, в результате наши поспешные действия могут привести к каким-то большим тратам или к неустойчивым ситуациям с финансами, что вызывает у нас такое вот соответствующее какое-то эмоциональное, очень агрессивное состояние, что как бы усложняет процесс быть свободным и не испытывать каких-то ограничений или ответственности в семье. То есть получить свободу в межличностных отношениях в семье при каких-то ситуациях как бы на работе, которые пересматриваются скрупулезно, сложно. Могут возникать из-за ситуации либо на работе, либо с отцом. У него какие-то перемены по профессиональной деятельности происходят. Это дома мы предпринимаем какие-то резкие действия, которые могут повлечь финансовые расходы резкие. Возвращаясь к каким-то ситуациям в браке, там, документарным, к деталям нашего брака, к ежедневным вопросам, там, занимаясь вопросами лечения нашего брака, на полнолуние мы можем предпринять какие-то поспешные действия, что может привести к разрыву отношений. Он может быть временный, потому что это все-таки полнолуние, то есть одним полнолунием развод для развода одного полнолуния маловато, но все-таки какие-то вот такие
партнером по браку или с человеком, с которым мы делим общий быт, может быть какой-то, ну точно не дружеские отношения сформируются. Кризис в отношениях и временный какой-то разрыв. Или, допустим, возвращение к вопросу о поиске работы в связи там, с каким-то меняющейся конъюнктурой на новолунии, да, и пуск в связи с тем, что мы задумываемся над тем, может быть, пересмотреть что-то по этому поводу. А на полнолунии как бы мы будем испытывать поддержку партнера нашего по браку и будем пытаться как бы быстро, ускоренно, спешно действовать. Что может сказаться на нашей финансовой ситуации? Следующий знак это у нас Девы. Значит, новолуние у них в 9 доме, полнолуние в 3 доме, 29 сентября. Значит, это у нас ось, которая отвечает за интеллектуальную сферу жизнедеятельности, за общение, коммуникации, поездки, обучение. Значит, новолуние закладывает импульс с возвращением к ситуациям, которые имели место быть или активированы на ретро-Венере и ретро-Меркурии, связанные с чем-то иным. Допустим, общение с иностранцами, договора с иностранцами, какие-то поездки с иностранцами, иноверцами, инокультурцами. И поиск простых, недорогих каких-то решений и очень критический взгляд на вещи и разборка их на составляющие. Это в том числе могут быть взаимоотношения и с медиками за рубежом, и по ситуациям, связанным с ремонтом чего бы то ни было, в зависимости от того, куда попадает в натальный дом. Может быть, даже с ремонтом машины. Может быть ситуация, когда мы возвращаемся к покупке машины за рубежом, но она уже имела место быть до этого. И вот какие-то ситуации мы как бы подготавливаем к тому, чтобы дальше на дальнейших фазах Луны ее может быть купить, или на последующих там, на полнолуниях, или наоборот разорвать этот договор. Значит, это судебный дом, поэтому мы возвращаемся к каким-то ситуациям по судам для того, чтобы, может быть, внести какие-то правки в иски, может быть, пересмотреть и добавить какую-то информацию. Это новая возможность как бы заново перезапустить как бы вот эту вот программу судебную. Это вопросы возврата, допустим, к прошлым обучениям, особенно если это вузовские обучения или какие-то системные такие обучения. То есть поднимается вопрос о восстановлении, допустим, в вузе. И мы возвращаемся к этой теме, мы на нее скрупулезно смотрим. По итогу мы придем к чему-то. Может быть, мы восстановимся, может быть, мы разорвем отношения с этим вузом и пойдем куда-нибудь другим путем. Это взаимоотношения с людьми, которые для нас являются авторитетом, с учителями, с людьми, которые как бы социально от нас находятся выше по планке, и тоже как бы некие возвраты к ним. Мы тоже детально пересматриваем ситуацию, может быть, к ним за советом обращаемся, но за советом таким более глобальным, что ли. Может быть, переписка необходимости пообщаться с бывшим преподавателем или с человеком, которого мы как бы уважали в тех или иных вопросах. В каких вопросах? Там это может быть и доктор, это может быть и кто-то, связанный с нашей работой или с профессией. Человек, которого мы уважали в этих вопросах. И это как бы новый импульс к тому, чтобы это запускать. Поездки. Дом поездок, но мы говорим о поездках там более дальние расстояния, но в те места, где мы были раньше, потому что стоячий ретро-Меркурий, он как бы не дает нам трогаться, вернее, он дает трогаться в новые места, но поездки в новые места или запуск чего-то нового будет на таком новолунии сопряжен с очень большими проблемами. Поэтому это возможны поездки служебного характера, медицинского характера, вообще просто как бы касательно любых ежедневных вопросов, туда, где мы были раньше. Может быть, документы по этому поводу нужно готовить.
У нас идет подготовительная как бы работа. Это возврат к оформлению каких-то документов, пересмотру документов, связанным вот с темой ИНО. Зарубежье может быть, может что-то и, наверное, инокультурное. То есть не обязательно как бы зарубежье, может быть что-то связанное с другой культурой. И языковые тематики, переводы, возвращение, запуск каких-то документарных вещей, но на фоне чего-то того, что уже как бы было до этого. Допустим, перевод диплома. Ищем, подготавливаем ситуацию, собираем информацию. Может быть, и запускаем. А полнолуние у нас 29 сентября в третьем доме. То есть это тоже, в общем-то, не в общем-то, это дом знаний, поездок. И так как полнолуние в Овне, то есть мы можем, в результате это может приводить к каким-то таким агрессивным ситуациям в общении, в переписке, в коммуникации, где кто-то кого-то прогинает под себя. Это даже может письменно выражаться. Или это очень активное такое, знаете, спортивное письмо. Очень быстрое общение. Поспешность такая вот слов, букв. И субъективное мышление свойственно. То есть приводит к тому, что мы очень быстро начинаем говорить или общаться, и наше мнение, оно очень-очень субъективно. На фоне повышенной эмоциональности может вызывать какие-то конфликты, такие вот в общении, в том числе с ближним окружением, с братьями, с сестрами, с соседями, со школьными друзьями, и просто с приятелями. В результате чего мы с кем-то можем разорвать отношения на время. Еще раз напоминаю, новолуние и полнолуние, они не носят такой вот как бы предопределенный характер. Это потенциал, в нашем праве воспользоваться им или не воспользоваться. Поэтому ни одно, ни второе не приводит к каким-то неизбежным результатам, не приводит к неизбежным результатам. Поэтому как бы какие-то такие глобальные вещи, разводы, разрывы отношений, для них одних новолуний и полнолуний недостаточно. Но это могут быть временные разрывы каких-то отношений, временные. То есть можем поспорить там с братом или с сестрой. Либо это приводит к тому, что мы поспешно обсуждаем или предпринимаем шаги в оформлении договоров, устных или письменных, и они могут повлечь за собой какие-то финансовые расходы. Ну, что может повлечь? Даже, допустим, обучение в институте. Или возвращаемся к ситуации с покупкой автомобиля, допустим, за рубежом, и наши переговоры, и вот мы предварительно уже поспешно заключаем какой-то договор. Да? Он может привести к неожиданным расходам, которые мы не ждали, либо мы пересмотрели договор, который был ранее, и мы его разрываем. С судами точно так же. То есть пересматриваем какую-то ситуацию, которая вернулась, допустим, на пересмотр, с пересмотра, и поспешными шагами и как бы спешим, субъективно очень смотрим на происходящее, пытаемся предпринимать шаги. Это может шаги, которые могут привести к каким-то дополнительным тратам. Или вернулись к прежним знакомствам с иностранцем, с иноверцем, с инокультурцем каким-нибудь и пересматривали как бы деловую сторону этого общения, может быть, пересматривали какой-нибудь иностранный контракт просто, и в результате пытаемся предпринимать какие-нибудь шаги, мы их поспешно предпринимаем эти шаги. И в результате мы можем этот контракт либо разорвать, либо будем, ну, скажем так, прикладывать напряженные усилия, чтобы его быстро как-нибудь запустить, что ли, вот так вот. Этот контракт может нести какие-то непредвиденные расходы, ожиданные, или обращались за советом, допустим, к какому-то авторитету по вопросу, который как бы ранее поднимался. В итоге все равно действуем самостоятельно, исходя из своего субъективного мнения.
И это может привести к каким-то финансовым тратам. Следующий знак — это у нас весы. Новолуние у них в 8 доме, полнолуние у них во 2 доме. То есть такой перевертыш себе от овнов. Финансовая ось, только начало в 8 доме, а полнолуние во 2 доме. От чужих энергий к собственным. Ситуация, когда мы, возможно, возвращаемся к вопросам, связанным с чужими финансами, так называемыми, с чужими ресурсами, совместными ресурсами, общими ресурсами, там, с компаньонами, с партнерами, с ресурсами, связанные с кредитами, с займами, с нашими инвестициями. То есть и ситуации, которые имели место быть. Может быть, вопросы по налоговой, по страховкам, по таможне. И нам это ситуации, которые, может, возникли на ретро-планетах, ретро-Меркурии, ретро-Венере. Вот. И нам необходимо найти... Мы задаем как бы новый импульс ситуациям с долгами, с наследством, с общими ресурсами, с партнером по браку или просто с кем-то, если мы, допустим, в коллаборации с кем-то находимся в бизнесе. И возвращаемся опять-таки к ситуациям, которые имели место быть или спровоцированы ретро-Меркурием, ретро-Венерой в текущем периоде. И пытаемся предпринимать шаги, находить какие-то практические простые решения, опираясь на факты, считая, уделяя внимание деталям. Возможно, это кредиты. И мы возвращаемся к пересмотру договора. Это наследство. Мы возвращаемся к работе с документами, с цифрами, необходимо обратиться с дополнительными какими-то документами, ездим, общаемся. Это вопросы с налоговой. Это может быть вопросы исправления ошибок и пересдачи каких-то ранее поданных отчетов. И у нас импульс как бы новый. Мы закладываем события, которые будут развиваться. Также это вопросы со здоровьем, потому что 8 дом — это тоже дом кризиса. Поэтому какие-то острые ситуации со здоровьем, либо наши, либо нашего партнера, требуют обращения к тем докторам, с которыми общались, поднятия, может, медицинских карт, ищем опять факты, пересматриваем их. Здесь, так как дом острый, могут подниматься и обсуждаться вопросы каких-то операций. Они пока обсуждаются. Либо каких-то таких процедур, которые как бы острость содержат. Еще раз говорю, это не вновь сформированные ситуации. Это ситуации, которые имели место быть или вот как бы вследствие того же ретро-Меркурия сформировались. И вот мы как новый импульс, новый виток даем. Все это протекает, конечно, как в замедленном кино, затяжно, так, с остановкой. Это тоже один из глубоких домов, когда мы можем углубляться очень глубоко в какие-то факты, в какие-то документы и дойти в них как бы до дна. Это очень как бы хорошее время для занятия какими-то вот такими исследовательскими делами с погружением прям в мельчайшие детали, там, где это требуется. И в жизни, и на работе. Это время, когда могут закладывать некий импульс, приходить какие-то такие очень острые информация, сложная информация, содержащая там либо финансовые цифры, либо информацию о смерти и рождении кого-то. И мы как бы возвращаемся к прежним ситуациям, и задается импульс к тому, чтобы на фоне вот этой информации как бы либо углубляться дальше, либо какая-то поездка может быть спровоцирована, либо разбираемся до деталей, до мелочей и необходимость общения, либо обращаемся к врачам, потому что получили какую-то такую очень тяжелую информацию. В то же время, когда мы можем возвращаться к докторам, психиатрам, психоаналитикам, то есть более глубоким, чем просто к психологам, по предыдущим как бы ситуациям, либо курсам каким-то обучающим по более глубокой такой психологии. Вообще там, где требуется углубление чего куда-нибудь более глубоко.
тоже дом, который способствует раскрытию тайн, здесь с таким очень серьезным погружением и дойдет до самого дна, вывернуть все наружу. То есть здесь закладывается импульс, мы можем вот в этих документах финансовых, мы можем многое чего накопать. Это могут быть просто документы, это могут быть какие-то положения, регламенты, то есть какие-то прям целые политики, которые имели место быть ранее, и мы в них углубляемся и начинаем их четвертовать. Великолепное время для бухгалтеров, экономистов, если как бы в профессиональной деятельности в чем-то нужно поковыряться очень глубоко, это прекрасно. И вообще для всех нас, где нужно в бумажках порыться и в цифрах порыться. У кого это попадает в 8-й дом. Мы можем написать какое-нибудь такое достаточно критическое письмецо по предыдущим тематикам, заняться такой вот очень критичной перепиской. Вообще как бы это импульс к тому, чтобы общение очень базировалось на критике. Сам вообще как бы новолуние в Деве, оно и так будет способствовать критическому общению при ретро-меркурии в Деве. А в 8-м доме еще как бы эта критика, она в квадрате будет. Поэтому, возвращаясь к тем или иным темам, мы сами, либо тот, кто с нами ведет как бы оппонент наш, мы будем очень критичны. Мы будем во всем слышать только в основном как бы или критичное, или только рациональное зерно. Чего-нибудь доброго, пушистого и положительного мы не особо будем слышать на этом новолунии. И в рамках целого месяца мы более склонны к критичному взгляду вообще на вещи, а здесь так особенно. И что наше полнолуние? Значит, полнолуние у нас идет к собственным ресурсам. То есть, если как бы новолуние в 8-м доме, оно может закладывать какой-то импульс к тому, что будет пересмотрен, допустим, бюджет предприятия не нами, а предприятия там до деталей. Он будет очень экономный, он будет там сокращен, то это может привести к тому, что это может сказаться на наших ресурсах собственных. Или, допустим, будут пересмотрены ситуации, связанные с общими деньгами или деньгами нашего партнера по браку, что будет толкать нас к какой-то самостоятельности в части наших собственных ресурсов, то есть наших собственных заработок. Я сам должна действовать в этом направлении, предпринимать какие-то шаги. И будет толкать как бы к самостоятельному зарабатыванию. Но это будут очень такие не абсолютно взвешенные шаги, но типа а-ля откроем сами свое ЧП. Как бы активности может и будет хватать, но идет далеко не самый взвешенный. Здесь, хотя может все зависеть от того, какая сфера жизнедеятельности. Если, допустим, это будет какое-то ЧП, связанное со спортом, с околовоенной сферой, то, в общем-то, может быть даже и так. Ситуация с долгами тоже может толкать, допустим, к самостоятельным заработкам, но здесь как бы самостоятельность, она будет сопряжена с какими-то тратами неожиданными. Может приводить к разрыву каких-то отношений. Допустим, там долговая ситуация толкает к тому, что вы уходите в самостоятельное плавание по зарабатыванию денежных средств, и вы разрываете там отношения с этим партнером. Не обязательно партнер по браку, тут партнер по бизнесу. Но еще раз напоминаю, что сами новолуние и полнолуние, они не являются предопределенными, поэтому крупных, серьезных событий они не вызывают. Они просто являются как бы такой, что ли, первой ласточкой или одним из факторов. Но это не говорит о том, что раз на полнолуние возможны какие-то разрывы, то все, разрываются брачные отношения. Нет. Они могут разрываться только на какое-то время или быть одной из причин разрыва, если как бы другие факторы гороскопа указывают там на окончательный разрыв. То есть одного полнолуния или новолуния для разрыва серьезных отношений недостаточно. Точно так же, как и для брака. Но это некий импульс, понимаете, то есть это все равно некий импульс к созданию какого-то там брака или союза. Или ситуации там с наследством, ситуации с кредитами.
сформировались на новолунии, и полнолуние толкает нас самостоятельно, активно включаться в решение этих вопросов, предпринимать шаги, действовать. Что может вызывать какие-то нестабильные ситуации с финансами, что может вызывать там желание разорвать отношения, либо быть как бы независимым от каких-то ограничений, правил и норм. Для этого нужно будет прикладывать какие-то усилия. Или там ситуация с налоговой, пересдаем декларацию. Сами пересдаем, то есть действуем сами. А будут ошибки, но действуем сами. Хотя как бы источником нашей самостоятельной деятельности все равно является партнер, кто-то второй, как я говорила всегда. Или ситуации, допустим, с деньгами, с ресурсами партнера, в том числе со здоровьем. Или хотела привести пример по нашему здоровью. То есть какая-то долговая ситуация может привести к острой ситуации с нашим здоровьем, к обострению ситуации. И мы должны будем действовать. Следующий знак — это у нас Скорпион. Значит, у Скорпиона это новолуние 15 сентября будет в 7 доме, а полнолуние будет в 1 доме. 7 дом — это у нас дом партнерства, дом контрактов, дом союзов, тоже юридический дом, поэтому мы возвращаемся к каким-то темам не сивадения, то есть те, которые возникли до этого, и опираясь на какие-то факты, на цифры, углубляемся, расчленяем все на составляющие. В контрактах, в союзах, поднимаем какие-то документы, много переписки, общения, поездок. Пытаемся починить или вылечить эти союзы в прямом или в переносном смысле. Для этого, собственно, как бы и возвращаемся к тем ситуациям и начинаем что-то искать. Вот как бы какие-то простые решения и недорогие выходы из этих ситуаций. Этот дом в том числе отвечает за союз, который мы называем браком. Значит, здесь тоже ситуация как бы к тому, что мы, может быть, возвращаемся к ситуации по браку и тоже пытаемся его починить, вылечить, отремонтировать, расчленив этот вот наш союз на составляющие детали, разложив его на мелкие-мелкие запчасти и проанализировав все это, взвесив, посчитав. То есть очень обдуманно подойдя к этим ситуациям. Возможно, возвращаемся к каким-то предыдущим юридическим ситуациям. Здесь там, может, с юристами консультировались, опять тема поднимается, там не написали иск, не отправили претензии. То есть здесь не судебный дом, а юридический как бы дом. Может быть, условия контракта нужно переобсудить или проконсультироваться с юристом по поводу ситуации в браке и там в случае развода, чем это для нас чревато, надо ли нам это. То есть возвращаемся к каким-то ситуациям, которые спровоцированы нашими открытыми врагами и конкурентами. Тоже опять-таки какие-то факты ищем, зацепки, критично смотрим на все ситуации. То есть это время как раз порыться в чем-то. В бумажках, в документах, в общении, в информации, и ездим по этому поводу, общаемся очень много с людьми, с которыми до этого общались. И это некий импульс как бы сызнова запустить. Это вопросы возврата импульс как бы возврата к клиентам, с которыми работали до этого, но здесь будет такой пересмотр деталей взаимодействия мы и клиенты. Возможно, также точно ситуации взаимодействия с докторами. Мир на предмет перезаключения декларации с лечащим доктором. Но мы перед этим очень сильно проанализируем, а нужен ли нам такой доктор, который не берет телефон, когда мы ему звоним, семейный. Это вопросы взаимоотношений, это тоже вопросы пересмотра трудовых контрактов. Мы возвращаемся, можем их читать, можем читать коллективные договора, ищем в нем детали, поднимаем свои должностные инструкции, пересматриваем все это дело, поднимаем свой функционал, залазим во все это дело и уделяем этому очень много внимания. Проверяем цифры, проверяем стоимости, считаем, сколько у нас там отпускных дней осталось. То есть, может быть, есть какие-то сделки, которые не были завершены. Вот мы к ним возвращаемся.
И это новый импульс для того, чтобы вдохнуть в них как бы жизнь, и они дальше пошли развиваться. Мы их пересматриваем, перечитываем, к юристам перехаживаем, переписываем, цифры пересчитываем. Ну и это время как для межличностных отношений, то есть очень криптично, прискипливо мы до деталей разбираем наши взаимоотношения, допустим, с партнером по браку. Мы пытаемся их как бы немножко отремонтировать своего рода а-ля и подлечить. То есть, разобрав их на запчасти, мы преследуем именно эту цель. Может быть, какие-нибудь курсы совместные посетим с партнером по браку. Или у нас может быть какая-нибудь совместная поездка, ну, такая практичная, деловая, недалеко, и там, где мы были уже вместе с ним, для того, чтобы вылечить наш брак или наш союз. Ну и полнолуние 29 сентября для скорпионов будет в первом доме. То есть то, как мы запустим этот импульс, связанный с партнерством, приведет к тому, к нашей личной активности. Личная активность будет направлена на на все сферы жизнедеятельности, потому что это первое. Но в первую очередь эта активность будет направлена на наш внешний вид, на то, что может как бы повлиять каким-то образом на наше поведение, на наш имидж. Может быть, мы займемся спортом. То есть предпринимать будем активные шаги, и это может быть связано со спортом. Либо просто будет такой достаточно активный период времени, когда мы лично и интенсивно будем во все включаться. Достаточно эмоционально, временами конфликтно, агрессивно, скажем так. Или, допустим, ситуации с партнерством, мы их вылечили условно подлечить, да, то есть мы как бы самостоятельно в эту тему включаемся. И как бы мнение партнера нас не особо будет волновать. Мы сами будем пытаться предпринимать какие-то шаги в этом направлении. А что может к чему привести? Может привести к какому-то разрыву отношений, как я говорила, временному. Либо мы будем пытаться и предпринимать шаги, чтобы взаимоотношения были такими более свободными и дружескими, но усилия будем прикладывать самостоятельно к этому. И склонны будем как бы продавливать ситуацию, настаивать на своем. Можем предпринимать шаги, и как бы это скажется на нашем внешнем виде, он может, допустим, в большей степени быть спортивным в этот период. И нам свойственно будет какой-то такой военный имидж. Возможно, время, когда мы как бы будем действовать, и у нас физические нагрузки в разных жизненных ситуациях могут усилиться. Или пересматривая работу с партнером, допустим, там контракт, который у нас был с ним, приходим к тому, что я сам действую, я сам работаю. То есть как бы разворот заканчивается тем, что мы уходим от совместного взаимодействия к самостоятельности. Значит, следующий знак — это у нас Стрельцы. Новолуние в 6 доме, полнолуние в 12. Мы возвращаемся к каким-то ситуациям, которые имели место быть по здоровью. Мы пересматриваем, ремонтируем, лечим, обращаемся к врачам, с которыми раньше общалась, и ищем простые, недорогие, рациональные, практические выходы из ситуации или решения. Возвращаясь к ситуациям по здоровью, мы так же, как и в каждом доме, мы уделяем внимание каждой детали, каждой мелочи. Это могут быть и необходимость документов каких-то по здоровью, как бы мы пересматриваем, и закладывается новый импульс, допустим, к пересмотру этих документов, к восстановлению, может быть, к переводу документов на другой язык или получение каких-нибудь документов, связанных со здоровьем. То есть это не только могут быть карточки.
Может быть последствия заболевания, по поводу которого мы обращаемся, оно там требует какие-то или дает какие-то, допустим, льготы или еще что-то. И вот нам нужно собирать пакет документов для этого или переоформлять пакет документов для этого. То есть это как бы некий новый импульс для того, чтобы вернуться к этим вопросам. Да, процесс будет идти медленно, но это время для того, чтобы как бы возвращаться к этим ситуациям и пересматривать их. Это тоже вопросы диеты, вопросы режима. Тоже возвращаемся к этим вопросам и пересматриваем, уделяем внимание, ищем пути как бы решения. Закладывается импульс к тому, чтобы это развивалось. То есть, но это ситуации обязательно, которые были. Либо люди, с которыми мы общались, те же диетологи или врачи, с которыми общались по этому поводу, возвращаемся. Методики лечения, может, другие. Может, возвращаемся к той диете, которая была ранее, где-то там нами пытались ее запустить, не получилось. И вот теперь мы возвращаемся к этому вопросу. Подготовительную работу ведем или ищем какую-то информацию. Сдаем анализы, проверяем, пересдаем, проверяем, можно нам или не можно. Служебные вопросы. Здесь пересматриваются договора служебные, возвращаемся к ситуациям, пересматриваются какие-то документы, должностные инструкции, все, что связано с функционалом, документы какие-то, возвращение к прошлым ситуациям с подчиненными и с сотрудниками. Здесь как бы тоже может быть возвращение к ситуациям, когда мы начинаем искать или задумываться над тем, что как-то вот так или не так на работе, и можем заниматься поиском работы, либо задумываться об увольнении. И тоже как бы анализируем все это, взвешиваем на фоне, например, каких-то ситуаций, которые могут меняться, договорных на работе или функциональных обязанностей, их могут пересматривать с учетом возврата к каким-то прежним, как я говорила, допустим, финансовым политикам. Ситуации с животными тоже как бы закладывается, но мы можем закладывать и начинать посещение ветеринара, не знаю, или прививки, которые мы как бы делали, не доделали или надо делать опять. Время, когда мы ищем кадры, ищем работников, кто-то, может быть, увольняется в это время, но это время как бы для поиска хорошо, углубление именно и поиск, он такой, ищем простые и недорогие, простого и недорогого сотрудника или сотрудника, который очень хорош будет в инвентаризациях, то есть там, где детали, факты разложить по составляющим. Но мы как бы подаем уже по новой, допустим, объявление, которое уже подавалось, то есть мы его обновляем, это объявление, ищем именно для каких-то такого участка работы, где очень много деталей, или медиков мы ищем, или в сферу услуг. Человек, который будет очень пристально и внимательно сосредоточен на мелких вещах. Время, когда закладывается пересмотр, допустим, штатного расписания, в том числе и окладов. И возвращаемся как бы к прошлой, допустим, системе оплаты труда. Период служебных поездок могут закладываться или поездки с целью медицинских каких-то решений медицинских вопросов, или это тема еще ежедневных ситуаций, то есть мы возвращаемся к пересмотру, допустим, каких-то наших ежедневных дел, разбираем их на составляющие, анализируем, и, может быть, по итогу этого новолуния мы какие-то вещи откинем, и они нам не нужны будут. Полнолуние 29 сентября в 12 доме толкает нас к каким-то таким поспешным действиям, но эти действия или шаги могут быть невидимые на фоне эмоций, которые будут больше на внутреннем плане, чем на внешнем. То есть, несмотря на то, что они там будут бурные, они как бы будут проявляться внутри. И мы можем предпринимать какие-то непрямые шаги через интернет, как-то невидимо удаляться как бы от работы, от выполнения служебных обязанностей. Или что-нибудь ищем, самостоятельно ищем,
возможно, чтобы уйти с работы в связи с тем, что там пересматривается там штатное расписание, пересматриваются договора, как-то меняется и возвращается к предыдущим каким-то политикам ситуация, и, соответственно, к ним подводятся договора. То есть к прошлым политикам пересматриваются текущие договора. Либо поиск кадров заставляет нас самостоятельно нырять в сферу интернета и вешать там объявления активно достаточно, искать сотрудников. Может воспользоваться какими-то непрямыми путями поиска, но самостоятельно помощника или сотрудника. Изменения на работе могут привести к какой-то острой ситуации, которая потребует изоляции и уединения, и мы будем предпринимать шаги, допустим, связанные там, или ситуация со здоровьем, мы обратились к врачу, и необходима будет госпитализация, острая или быстрая, такая поспешная. Либо ситуация требует, чтобы мы самостоятельно углубились в тему, связанную с чем-то скрытым и тайным. Самостоятельно разбираясь с тайнами, или нас на полнолуние будут толкать к тому, чтобы мы действовали, мы будем очень субъективны, предпринимая действия, сами на этом полнолунии. Субъективные оценки от того, что скрыто, мы не получим. Или толкает нас к тому, что мы действовали как-то не прямо, обходными путями, самостоятельно, но так, чтобы это не было видно. Это полнолуние, говорит, предпринимайте скрытые шаги. Итак, Козероги, у вас это новолуние будет в 5 доме, которое 15 сентября, а полнолуние, которое будет 29 сентября, оно будет в 11 доме. То есть эта ось активируется, связанная с темой детей, любви, творчества. Это ось свободы и ось кризиса родителей. Ось личного проявления творчества или взаимодействия с коллективом. Значит, о чем нам говорит новолуние? Мы возвращаемся, опять-таки, во всех случаях на этом новолунии мы возвращаемся к каким-то ситуациям, которые либо сформировались в районе ретро-Меркурия, ретро-Венеры, которые были накануне новолуния, либо они сформировались в периоды, о которых я говорила вам, либо они вообще просто сформировались перед этим новолунием, и мы к ним возвращаемся. Значит, они связаны с темой детей. Любые вопросы, касающиеся ребенка, требующие какой-то детализации, требующие разобраться детально и разложить все по полочкам, наведение какого-то порядка и чистоты. То есть это могут быть и вопросы здоровья, и вопросы учебы, и репетиторы, и кружки. У нас получают импульс ситуации, с которыми мы имели место сталкиваться уже до этого. Они, если хотите, новый виток, новый глоток воздуха получают. И вот мы их развиваем. Может быть, они застопорились на том же ретро-Меркурии, и сейчас это новый пуск. Какие-то документарные ситуации по той же медицине, справки, снимки, анализы по ребенку. Либо эта ситуация может быть с любимым человеком, то есть того, кого любим мы. Во-первых, опять-таки возврат к прежним ситуациям с ними. То есть он где-то всплыл, возможно, на ретро-Меркурии или на ретро-Венере. И здесь на новолунии некий пуск новый вот этих вот ситуаций «я» и того, кого мы любим. И просматриваем это через такую очень прагматичную, критичную призму, простую, скажем так. Мы ищем простые ответы на вопросы по ситуациям с мужчиной, который вернулся, допустим, на ретро-Меркурий к нам. Или мы начали с ним поддерживать какую-то там, допустим, переписку. И посмотрим через эту призму. А может быть, это что-то даст нам полезное. Да, возможно, мы будем ошибаться. Конечно же, мы посмотрим на общую характеристику новолуния, которую я давала в начале видео. И новолуние, и полнолуние мы обязательно учитываем общую характеристику, потому что ее проговаривать постоянно сложно. Для нас немаловажным будет, насколько эти отношения
позволяют нам быть свободными финансово или нет, или они могут вызывать какую-то нестабильность финансовую, но мы возвращаемся к этим вопросам. Это могут быть вопросы по здоровью любимого человека, и мы в это погружаемся. И эти ситуации уже не новые. Эта информация не нова. Или тот доктор, к которому мы обращаемся по этому вопросу, он не нов. Это могут быть поездки с ребенком, или из-за ребенка, поездки с любимым, или из-за любимого человека. Но они носят такой вот практически деловой какой-то характер. Еще раз, могут быть связаны со здоровьем, с какими-то ежедневными вопросами из-за ребенка, из-за любимого человека. Вообще, новолуние говорит о том, что для нас любовь, для нас дети на этом этапе, и вот этот новый глоток, то есть как импульс новолуния, он для нас как работа. То есть мы работаем, то есть мы на этом новолунии с ребенком, мы работаем на этом новолунии с любимым человеком, или любовь для нас как работа, и мы воспринимаем ее через призму «хотим быть полезными». У нас может возникнуть желание поковыряться в голове, порыть факты, которые касаются, допустим, наших взаимоотношений с любимым человеком. Кроме того, это дом хобби, свободного времени, творчества, праздников. Праздники здесь, конечно, при новолунии в Деве, они такие сдержанные, рациональные, больше напоминают какую-то деловую встречу, достаточно экономные. А вот насчет хобби, возможно, мы возвращаемся к каким-то ситуациям и пытаемся пересмотреть вопрос, а может быть, хобби может принести нам какую-то пользу или превратиться в профессию. Возвращаемся к каким-то контактам по этому поводу, к каким-то ранее договоренностям. Это дом кризиса родителей, поэтому все вопросы, связанные с их кризисным состоянием, к кризису может относиться не только элементы здоровья. Допустим, и финансовые ситуации – это тоже некие кризисы. И родители, в частности, в первую очередь, здесь будет касаться в большей степени отца. Мы возвращаемся по каким-то кризисным ситуациям, связанным с отцом. Они могут быть вызваны здоровьем, работой его. И у нас получает пуск, опять-таки, события, которые были ранее или активировались накануне, как я говорила. И эти события, они начинают развиваться. У них новое дыхание. Только мы в этих ситуациях ищем очень простые, дешевые, рациональные, аналитические, такие взвешенные, логические решения, которые бы были полезны, и ищем помощь в решении этих ситуаций. На полнолуние в 11 доме, соответственно, 29 сентября, которое будет. То есть предпринимаем, допустим, какие-то очень активные самостоятельные шаги и на грани с такой конфликтностью, даже с агрессивностью иногда в социальных сетях для того, чтобы решать вопросы с ребенком, предположим, заняты поиском чего-то. Очень активно ведем себя в каких-то группах, связанных, объединяющих нас по интересам, например, с целью предпринять какие-то шаги в продвижении своего хобби. И очень активно мы включаемся в эту тему. Это может быть тоже, опять-таки, какие-то соцсети, это могут быть просто группы и коллективы людей, где мы желаем, предпринимаем шаги в виде проявления каких-то таких лидерских качеств. То есть я хочу быть первым в реализации своего «я». И пытаемся свои личные творческие умения привнести в какие-то коллективы и группы, но самостоятельно, чтобы они стали составляющим коллектива или проекта какого-то, и в целом дадут возможность создать какой-то единый проект. И мы предпринимаем самостоятельно шаги в этом направлении. По крайней мере, пытаемся действовать. Нарываемся на такую достаточно активную среду. Можем предпринимать шаги, допустим, с любовником какая-нибудь тематика закручивается. И мы достаточно активно и самостоятельно, то есть исходя только из своих собственных потребностей, пытаемся реформировать ситуацию, изменить.
Новолуние, как я говорила, вернее полнолуние, там имеет место аспект, который толкает иногда нас разрывать отношения. То есть и в качестве реформы вполне может быть закладка чего-то или двигаемся в сторону того, что мы разорвем, допустим, какие-то отношения, которые нам не нужны, базируясь на своих собственных оценках, направлении своего «я». Кризисные ситуации с родителями толкают нас самостоятельно решать какие-то вопросы с тем, что можно получить для родителей бесплатно на фоне этого кризиса. Если он, допустим, связан с медициной, может быть, какие-то льготы там положены. Следующий знак – это у нас Водолей. Значит, новолуние будет в 4 доме 15 сентября, полнолуние 29 сентября будет, соответственно, в 10 доме. Родительская ось. Ось угловых домов, очень важная такая ось, кардинальная ось. Что у нас здесь? Как и у всех, собственно, знаков, здесь какие-то ситуации, которые место имели быть. Получают некий глоток воздуха, импульс, если хотите, начинают развиваться. С чем они могут быть связаны? Они родились, не буду уже повторяться, в районе этой даты или на более дальних расстояниях от этой даты. Значит, мы возвращаемся, во-первых, к ситуациям, например, связанным с недвижимостью. Какие-нибудь сделки или документы ранее там начинали, возились, не закончили, сделка наклевывалась, не произошла, ремонт начинался, как-то не закончили, возвращаемся к этим вопросам. То есть они получают новый глоток. Это ситуации с родителями. Может быть, по здоровью, может быть, просто ежедневные какие-то вопросы, и мы очень сильно погружены в это все дело, и необходимо уделять внимание, находить простые ответы, недорогие, практичные, логичные. Работа с документами, которая касается родителей, недвижимости, может быть, необходимо обратиться куда-нибудь, скажем так, поискать какую-нибудь информацию, поглубже порыться. Это вопросы, связанные с фамилией. То есть возвращаемся к вопросам. Допустим, развелись, не поменяли фамилию, и тут где-то там возились, и здесь новый пуск этого события. То есть, допустим, где-то бумажки лежали, там какая-нибудь инстанция этого не делала, и тут все это возобновляется. То есть новый глоток получает эта тема. Это дом тоже некого завершения жизненных циклов. Поэтому здесь тоже могут подниматься вопросы, связанные с завершением, допустим, какого-то этапа в профессиональной деятельности. И мы начинаем углубляться, то есть ведем какую-то подготовительную, допустим, работу. Можем вести подготовительную работу, связанную с мыслью о том, что, может быть, что-то нам поменять как-то в своей профессиональной деятельности. Ситуации, когда мы погружены очень сильно в домашние дела, причем те, которые, может быть, недоделаны были ранее, или нуждаются в ремонте, в пересмотре. Эта ситуация, может быть, приобретает новый виток, какое-то желание куда-то переехать, сменить место жительства. И именно в то место, где мы были ранее, то есть не на новое место, то есть по этому новолунию. И мы начинаем или подготовительную работу, или опять мы что-то ищем, углубляемся, общаемся по этому вопросу. Либо кто-то возвращается, допустим, из ближнего окружения, из членов семьи домой, и эта тема была приостановлена где-то, и вот здесь новый виток, ожидается приезд человека, и тоже идет какая-то, может быть, документарная работа, может, какие-то бумаги нужны по этому поводу, переписка идет. Полнолуние, которое будет 29 сентября, говорит о том, что мы будем самостоятельно нацелены на достижение результата от того, что мы заложим в новолуние. Вот здесь как раз возможно достижение результата, но здесь мы достигаем результата самостоятельно, нам свойственна спешность, как и для всех знаков. Очень такие невзвешенные субъективные оценки, но все равно, допустим, задумываясь о
каких-то изменениях в работе или о смене места жительства или о переезде, мы самостоятельно как бы пытаемся успешно, быстро предпринимаем шаги в вопросах, связанных с карьерой. То есть на фоне этого возможны какие-то перемены в карьере, и вот мы самостоятельные шаги какие-то предпринимаем, пытаемся добиться результата от этого. При этом, возможно, нам приходится разорвать с кем-нибудь отношения по ходу пьесы. Или, задумываясь о смене работы, возможно, нас будет толкать к тому, чтобы открыть какой-то свой бизнес самостоятельный, но на фоне этого полнолуния мы как бы поспешно принимаем решение, но все равно мы ориентированы на достижение какого-то результата. Вообще, как бы решение каких-то ситуаций личного характера, заложенные на новолуние, они будут толкать к проявлению такой вот самостоятельности, активности, к проявлению лидерских качеств в социуме. Прогинать мир под себя. И как бы в достижении своих вопросов, которые заложены на новолуние, будем очень активны, закладывать такие или ставить перед собой задачи. Будем таким вот воином в достижении каких-то своих результатов. Но при этом мы субъективны, при этом мы можем с кем-то разрывать отношения, либо могут возникать какие-то финансовые траты. У нас как бы на полнолуние, во-первых, эмоциональность будет очень такая яркая, ее будет видно. Двигаясь к своим целям, будем эмоционально активны. И это может толкать нас одновременно как бы действовать, в нескольких направлениях. И как бы добиваясь каких-то результатов и целей, мы превращаемся в воинов такого. То есть мы готовы вступить в борьбу. Либо как бы ситуации с домом в семье может на полнолуние запущенные привести к какой-то аварийности с родителями. Ты не знаешь, что авария, а-ля аварийность, то есть какие-то пожарные такие вот ситуации в отношении родителей, и нужно будет действовать очень поспешно и быстро. Может приводить к острым ситуациям, допустим, в карьере с начальником или у начальника может происходить какая-то такая острая ситуация. Нам нужно будет предпринимать какие-то шаги, действовать быстро. И последний знак. Значит, это у нас рыбы, поэтому новолуние у нас в 3-м доме, 15 сентября, полнолуние у нас в 9-м доме. 29 сентября это ось 3-9, ось учебы, общения, коммуникации, поездок. Значит, на новолунии, вероятнее всего, получат новый глоток или импульс обстоятельства, связанные с какими-то темами по нашей учебе, к которым мы возвращаемся, по документам, по вопросам, может быть, вызванные с ремонтом то ли гаджетов, то ли автомобилей. То есть мы возвращаемся к этой тематике. Это темы, которые поднимаются или поднялись уже на ретро-Меркурии и Венеры, и здесь получают новый глоток, связанный с братьями, сестрами, с соседями, с ближним окружением, с школьными друзьями. Они где-то всплыли, и происходит там либо переписка, либо общение, либо документооборот какой-то между нами происходит. Может быть, идет информация о том, что кто-то заболел, или какие-то вопросы служебного характера, связанные с братьями и сестрами, нас затягивают. И они получают новый виток. Это могут быть сделки по автомобилям, сделки по каким-нибудь гаджетам. Мы возвращаемся к этим тематикам. Мы ведем подготовительную работу. На ретро-Меркурии, как мы помним, нежелательно покупать вообще что-то новое. Поэтому подготовительную работу и поиск, обсуждение мы, в принципе, очень даже вести. Ищем какую-нибудь вебинары, консультации
просто ищем как бы информацию, которая нам нужна, допустим, для работы, в медицинских целях, в ежедневных вопросах. Информация такая вот, она будет детальная, ищем мелочи какие-то, ищем простые решения, недорогие. Очень так это с таким критическим взглядом на ситуацию. Возвращаемся к каким-то бумажным делам. Это могут быть в том числе и договора по работе, и договора с медицинскими там учреждениями или около медицинской какой-то ситуации. Просто как бы какие-то договорные отношения с ежедневного характера. Еще раз напоминаю, договора бывают в письменной и в устной форме, поэтому просто устные какие-то договоренности – это тоже договора. И мы во всем этом как бы погружаемся в детали, в цифры, ищем какие-нибудь такие запинки, то есть критически на все на это смотрим. Это очень хорошее время как бы для работы с бумажками. И полнолуние. Полнолуние у нас в 12 доме. То есть максимальный в 9 доме, извиняюсь, максимальный разворот новолуния будет происходить через призму 9 дома, обстоятельств 9 дома. Значит, это дом, связанный с чем-то, да, то есть, возможно, какие-то сделки, которые мы пересматриваем, толкают нас в иностранное, в инокультурное поле. Но на фоне этого полнолуния нужно помнить, что будет такой момент, будет проявляться некая нетерпимость к чужой точке зрения, к мировоззрению чужому. Или моя позиция жизненная абсолютно правильная, и ее менять я не собираюсь. То есть толкает нас как бы в поиск, допустим, иностранного какого-то контрагента для подписания договора. Или толкает нас к поиску необходимости юриста, и можем наткнуться на то, что как бы мы предпринимаем шаги, сами его ищем, активно ищем, проявляем самостоятельность в этих вопросах. Но вот точка зрения как бы или, скажем так, либо наша, либо того же юриста, либо того же иностранца, как бы она несгибаемая, что ли. Значит, это полнолуние, оно толкает нас самостоятельно ориентироваться в пространстве, в социуме и везде, исходя из того импульса, который заложен на новолуние. То есть мы сами ищем как бы ориентиры, как нам эти ситуации там разрешить, не разрешить. Будет свойственно, мы будем такой некий борец за идею, да? Идеологическим воином становимся. И вот у нас есть идея, которая на новолунии сформировалась и развивалась. И вот мы убежденно выберем сами какой-то ориентир и будем как бы действовать в этом направлении. Будем убеждены, что наша идея, она абсолютно как бы только она верна и больше ничего. Значит, если это у нас, допустим, какие-то курсы, то мы сами выбираем эти курсы, хотя они, в общем-то, все равно на нас оказывает влияние партнер, нам так кажется, что мы сами выбираем. Вот, но типа сами. Достаточно активно можем осуществлять какой-то поиск. Возможно, это дом поездок, то есть то, что заложено на новолуние, потребует какой-нибудь там дальней, допустим, поездки, вполне. Значит, здесь она может быть поспешная, может быть самостоятельная, может потребовать каких-то там неожиданных трат. Ну, какая ситуация потребует, допустим, поездки? Это может быть ситуация с ближним окружением. Это может быть и какая-то сделка, которую вы пересматриваете. Либо пересмотр каких-то документов может приводить нас на полнолуние к необходимости активизироваться в теме судов. Вот. И здесь у вас будет какая-то, во-первых, однозначная такая убежденность, что это нужно сделать. Вот. И самостоятельно, но все-таки не совсем самостоятельно, посмотрите общую характеристику полнолуния. Мы подключаемся к теме судов и прям убеждены, что это именно надо вот исключительно через там суд, допустим, решать эту тему. На этом, в общем-то, все в разбивке по знакам. Надеюсь, что мое видео было для вас полезным и интересным. Оставляйте свои отзывы, насколько интересна для вас эта тематика. На этом все. До новых встреч.